Кирилл Бомыч Михайлов, а.к.а. Ямыч, Капитаныч, Женатыч, Мажорыч, топ-30 списка Forbes, мейджор виннер и главная звезда последних месяцев в Counter-Strike. Перед тем, как начать сегодняшний ролик, давайте вспомним всю эту историю от начала и до конца. Задорный и молодой Кирилл Михайлович приходит в Нави в мае 2019-го и сразу начинает зажигать. Под его капитанством Нави обыгрывают самую мощную команду в истории Counter-Strike. Главный босс Астралис был бит, а Киря танцевал от радости. Дальше пошли кубки один за другим, чемпионат за чемпионатом. Нави стали топ-1 команды, им даже удалось взять чемпионат мира, стокгольмский мейджор, да еще как взять. Они не проиграли на нем ни карты, уничтожили в финале G2, выиграли $2 миллиона. Кирилл Михайлович в эйфории выходит на сцену и делает предложение, от которого невозможно отказаться. I want to ask one question. Will you marry me, Лика? Девчонка радуется и говорит согласна, но на следующий же день в сеть сливается столько фото и видео. Что отрицать, что его теперь уже жена. Эскортница с просто нереально огромным бэкграундом невозможно. Но чего не сделаешь ради любви. Вы все врете, говорит она, не я это. И Кирюх поддакивает, да не она это, ёпты, гиены вы, пошли нахер от меня. Но, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Фотографии с голыми сиськами, всякие провокации. И вот уже Кирилл Михайлович не Стоп. Нет, в этот раз они помирились. Вот только вот организация Нави смотрела на это, терпела, и, наконец, выбора у них не осталось. Бомыча кикнули из Нави, а все, что он хотел в тот день, лечь на коленки жене и уснуть. Это все, что у него осталось. Но через 2 недели и этого не стало. Наконец-то развелись уже по-настоящему. А через час после того, как веселый Кирилл Михайлович хвастался выпиской о разводе, из ЗАГСа в сеть всплыло видео, которое я показать на ютубе не могу. Мукой он там злоупотребляет. Потом истории, что он конченый дурилка, выбил ей зубы, абьюзил, вообще самый злой человек на планете. Но обо всем этом уже лучше узнать у него самого. Всем здорово, сейчас мы пойдем и встретим нашего специального сегодняшнего гостя. Здорово, да? Светлый такой. Светлый, беленький. Ну, ёп, ты не такой уж и маленький, бля, на фоне. Я думал, камбала будет и карась. Здорово, я рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Правду будем говорить сегодня? Конечно. Заебись. Только правда. Заебись. Старый iPhone? Почему? Да, 13. Не про. А, не про? Ну, про просто разъебан был, с 5-го этажа мы кинул. Тобой? Нет. А кем? Ну, догадайся. Вы догадаетесь, парни, вы догадаетесь. Первый раз в жизни, блядь, завязываю шнурки чемпиону мажора, парни, блядь. Я сам себе завидую. Но я тебе сейчас красиво сделаю. Это еще фотку в инст можно было сделать, все. Можно, в принципе, и другой. Вот я поставил, Да, я сажусь. да, я на карты, ты на стул. Тут записываем, Тём. Я 10-очку скинул, внимание. Я был не последний молодой человек, который с ней провел время. Я говорю, не вздумай, пожалуйста, выкладывать эту фотографию. Потом ты ебашишь в зуб. Команда или ты, я бы сделал выбор в пользу тебя. Вот. Моя мама говорит, ты что, дебил? Нахуя тогда я на тебе женился, если я гей? Потом такая мне говорит, все, давай мне 5 миллионов. Прыгает мне на лицо, машет своей селедкой. Работаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях одна из самых главных звезд последнего месяца в Counter-Strike. Человек, который приковал к себе внимание надолго. Кирилл Михайлович! Все, что вы хотели знать об Умыче, но боялись спросить, спросил Евгений Райс. Красиво я тебе сделал? Да. Ну, слушай, ну и шумиху ты поднял, братан, в последнее время. Как дела твои? Да неплохо. Правда, все трусы остались на Камергерском. Хотел выпуск в трусах, но не успел еще накупить. Где оставил? На Камергерском переулке. Это что такое? Ну, квартира, которую снимал. А, ты ей их оставил? Да. Надеюсь, заюзанные? Ну, парочку есть. Красава! Ты знаешь, что Нави выиграли Blast 2 дня назад? Конечно. Я, ввиду того, что парень человек из провинции, я в Москву приехать без подарка, ну просто не мог. Поэтому, Кирилл Михайлович, это вам распаковывайте. О, прям на пол могу поставить? Да. Его надо... Ну ладно, хорошо. Разберись, Жек. Помоги мне. Давай вместе, блядь. Давай вместе. Что, сил, что ли, нет, блядь? Не, ну просто куда тянуть надо, понять. Дергай его нахуй, как-нибудь, блядь. Ты чё? Рвать. Хочешь порву? Давай. Вряд ли получится. Давай вдвоем, блядь.
Отлично. Бан сняли, осталось дальше. Ну, это самое легкое уже осталось. Самое легкое. Оп, оп, оп. Надеюсь, там ключи от квартиры. Кирилл Михайлович, я поздравляю вас. Я считаю, что это было бы просто нечестно. Если команда Нави выиграла турнир, бля, Кирилл Михайлович, который фактически все тактики им придумал, остался бы без кубка. Most valuable player of the tournament. Выиграл турнир чем? Своим отсутствием. Своим отсутствием. А ты можешь его вот так прям... Воу! Как Валера бит. Да. Надеюсь, теперь ты рад, у тебя теперь тоже есть кубок. Вот. Мы с тобой, кстати, познакомились, кто не знает, мы познакомились в 2015 году с Кириллом Михайловичем, когда я проводил турниры. Было 600 дело. рублей призовом фонда. Да. Мы с тобой ругались еще, 1000 или 600 рублей. Бля. Потом ты у меня занимал 200 рублей, я тебе их не дал. Вот. Ну что-то ты меня, блядь, в Мексику не звал, что-то отдыхать вообще не звал. Меня на день рождения я вас пригласил, ёпта, и все. Ничего не дарил. Как ж ты с ней познакомился? Расскажи. Ну, для многих очевидно, я думаю, что познакомился с ней на вызове. Вот. И Когда? это был март 2021 года. После того, как мы выиграли ИМ Катовицу, сразу же я расстался со своей первой девушкой. Вот, и Ты сразу приехал и с ней расстался, или ты до расстался? я расстался, потому что она не поздравила меня, потому что я выиграл турнир Катовицу, и моя девушка меня не поздравила, я решил, это было последней каплей в тот момент, и я расстался на этом фоне. ЧСВ, блядь, ну да. Ну, так бывает, так бывает. Ну и потом приехал, решил, скажем так, отдохнуть. Вот. Что в ней увидел? Ты раньше тоже практиковал такой отдых или чисто в первый раз? Ну, бывал. Так. Бывал, не буду врать. Ну вот, я приехал, познакомился. Для меня она показалась очень открытым человеком. Вот, и, не знаю, как-то просто есть какая-то привязанность сразу появилась. Вот, захотелось просто продолжить общение, но не было никакой, знаешь, там, влюбленности с первого дня. Просто понравился как человек, и очень было приятно проводить время. Хорошо, смотри. Март, апрель, май, июнь, июль, август. Прошло, 5 месяцев, и 5 сентября вы расстались публично. И ты пишешь, что совсем недавно я потерял человека, ради которого хотелось просыпаться каждый день. Я многочисленно пытался решить все проблемы, но, к сожалению, вместо того, чтобы решать их, она решила все закончить и убежать. Через сутки вы сошлись. Следом. Этого, кстати, никто не знает, это сейчас будет эксклюзив. Мы с тобой общались 27 сентября, и ты писал, что вы расстались еще раз, но уже не публично. Да. Через 10 часов опять сошлись. Да. Я много такого еще не знаю, что такого было. Ну, мы часто, да, она будет, возможно, часто вписать в своем телеграм-канале, возможно. Я думаю, что после этого интервью, что я часто ее бросал на словах, там не на словах. Я, честно скажу, много раз это делал, но чаще всего это делал просто в целях, чтобы человек задумался о серьезности моих намерений, каких-то вещей. Вот, это был как... Погоди, ты ей говорил, знаешь, в словах можно сказать, типа, зайка моя, если ты так будешь себя вести, то нам с тобой не по пути, там, я мужчина другого уровня. Либо ты ей говорил, пошла нахуй, все, закончено. Ну, скорее доходило до того, что моя нервная система уже не выдерживала просто, и я 1000 раз пытался объяснить многие моменты, и в какой-то момент я уже понимал, что я просто не хочу, продолжать разговор, и заканчивал разговор тем, что все, меня все заебало. Окей, смотри, идем дальше. Вот все вот эти, типа, знаешь, вы сходитесь, расходитесь. 7, ноября. Will you marry me, блять, Лика? Will you marry me, Lika? Как это может быть? Да, это такая длинная история. Ну, началось все с того, что когда мы еще только начинали встречаться, это период Мексики, когда мы полетели вместе в Мексику, вот с этого момента мы начали, скажем так, для друг друга. Это где фотка была, вместе там, вместе, где да. она на этом. Кусочек пиццы, там очень вкусный, там все помнят. Вот, с этого момента мы начали встречаться, потом перед мажором, который мы выиграли, мы расстались, при том, что я наконец-то тогда с ней съехался на первую съемную квартиру, и меня все устраивало. Я вообще, в этот момент, период жизни, когда мы жили 2 недели вместе, я чувствовал себя, охуенно, не буду врать. То есть, подожди, вы переехали вот на эту квартиру вначале? Нет, другая квартира. Другая квартира, окей. Вот, мы переехали туда, и все, не знаю, все получалось. Мы тогда Blast-группу, по-моему, играли. Я помню, я перевез компьютер, я наконец-то там уехал от родителей, начал жить своей жизнью с девушкой. Для меня все нравилось, все было супер. И уже на носу был буткемп к мажору, и сам мажор, который вот мы выиграли. И она ко мне подходит в какой-то день просто и говорит, что нам нужно поговорить. Я сначала не понял никаких намерений вообще, о чем, может быть, все супер идет, вообще нет никаких проблем. То есть у тебя в твоей голове вообще все отлично?
Все отлично вообще. Да. Вообще, без Многие, пробелов. я думаю, без пробелов, поймут да. эту историю. И она подходит ко мне и говорит, нам нужно поговорить. Я такой разворачиваюсь, а мы только Blast-группу вот играли в онлайне, выиграли вообще, вышли там с первого места. И она такая говорит, нам нужно расстаться. Ага. Вот. Я как бы сначала, я говорю, ты уверен? Типа, я говорю, может быть, давай я этого не слышал, но ты больше не повторяй эту Знаешь, та фразу. история, когда, блядь, ты ее спрашиваешь, ты что, обиделась? Нет, не обиделась, просто обидно. А сама в углу плачет, блядь, лежит. Да, ну вот, я не знаю, я следил за ее моральным состоянием, ну, типа, вот ту неделю, да, она как-то просто там, днем я начинал тренировку с командой, она уходила домой к ребенку на свою квартиру. Смотри, ты просыпался в 12, ты на тренировку сразу. Она Да. в этот момент к ребенку от Да. прошлого мужчины шла заниматься. Шла домой, проводила там день с мамой, с ребенком, потом, наверное, приходила ко мне вечерком. А ты с ребенком проводил время? Ну, у нас были дни, ну, как бы это мало, я бы сказал, времени проводил время с ребенком, но у нас были деньки, когда мы и гуляли вместе, и когда я приходил к ней домой, знакомился с ее родителями. То есть были деньги. Ну ты же понимал, что если ты теперь с ней вместе, то ты ответственен за ребенка. Конечно, мы много есть ты раз брал это на себя обсуждали. вот это? Да, я брал на себя ответственность, я сказал, что да, для меня это нормально. Я сам рос с отчимом все это время. Как бы, то есть у меня мой биологический отец, он с первого дня, скажем так, я его не видел. Вот, и я знаю, что такое быть там плохим отчимом, я знаю, что быть такой хорошим отчимом. Вот, и хотелось как-то показать пример и стать этим хорошим отчимом для этого парнишки. Окей, хорошо. Ну а тебе хотя бы тиммейты-то договаривали? Тебе что, тиммейты, они знали о том, что ты собираешься сделать? Да, я ему говорил на буткемпе вот перед И мажором. Саня Симпл говорит, что тебя отговаривала каждая собака в Нави. Да, был такой. То есть был это такой. правда? Да, да. Побумыч, да ничего, связался с грязной вонючей шлюхой. Хуя ты, блядь. Ему говорили, все говорили, Кирилл, не надо с ней связываться, она шлюха. Почему ты никого не слушал? Ну, смотри, опять же, про предложение. Перед буткемпом и перед мажором мы с ней расстались. Вот. Перед буткемпом прямо Перед вот... предложением мы с ней Вот она расстались. сказала, нам надо поговорить, нам надо Да, расстаться, нам ты надо охерел, расстаться, подумал, да. что Я это съехал сон. с квартиры, я уехал с квартиры, да, и потом у нас был буткемп сразу и мажор. Вот. Я как бы давал обещание, наверное, вот просто, не помню, ну как раз где-то в Мексике я сказал, что вот как выиграю чемпионат мира, я обещаю, что сделаю себе предложение на сцене. Вот, то есть это было обещание и мужское слово, которое я Подожди. просто... Вы расстались. Да. Вы не общались во Мы не время общались. буткемпа? Вы не общались во время Нет, мажора? Нет, мы начали общаться где-то в середине мажора. Когда она поняла, что лямом пахнет, блядь, да? Ну, возможно. Подожди, то есть вы расстались, Да. и ты просто для того, чтобы свое мужское слово выполнить, поэтому ты ее позвал, да? Ну, смотри, где-то под конец уже, где-то к финалу, она такая начала мне напоминать, ты же сделаешь, типа, предложение? Вот. А она же рассталась. Да. Бля. Мы вроде как помирились, на словах она... Причем, когда мы расставались, я на протяжении 2-3 дней говорил ей, что это ошибка, и она не понимает, что делает. Я спрашиваю, какая причина, и она мне не могла сказать причину. Но потом, спустя какое-то время, я узнал, что это было решение ее матери, которая сказала, что, типа, у нас не будет ничего хорошего, что у нас будут больные дети, если у нас родятся, и так далее. Я не знаю, с чего она это взяла, опять же, но это вот просто из источников, и я знаю, она сама мне об этом призналась и сказала. Интересно, действительно, почему больные дети родятся. Так, хорошо, ты вернулся с мажора. Что дальше? Я вернулся с мажора, и как бы очень много грязи вылилось в интернет. Так, Вот. так. Это настали плохие деньги для нее. Ее моральное состояние было немножко подавлено, она была в шоке, не знала, что с этим делать вообще, потому что очень много хайпа, очень много новостей. Но она отрицала все это, и ты вместе с ней это отрицал. Ну да. Но ты же понимал, что там все очевидно было настолько, что говорить, что это не она, это ссать в лужу. Ну я понимаю, да, я понимаю. Ну мне, как бы, понимаешь, я не могу не поддержать человека в этой ситуации. Я пытался ей говорить, что нужно просто отпустить эту ситуацию, пройдет время, и оно немного полечит. Но смотри, это же один вариант, когда ты, например, никого не обманываешь. Ты говоришь, да, там, дорогая моя, вот так, но я тебя люблю, и как ты это замять, но ты же обзывал всех гиенами, ты говорил, вы там, я лучше знаю. Тебе снесло крышу, когда ты выиграл мажор, поэтому ты не слушал Нави, не слушал друзей, и поэтому ты ее позвал. Было вот это ощущение эйфории того, что ты просто бог, блядь, в мире? Не, ну, конечно, было просто приятное ощущение, потому что выиграть мажор — это была наша мечта. Вот. Но чтобы так скружило голову, нет. Просто я пытался все время сделать выбор в принятии решений как бы в сторону моей девушки, уже жены, будущей, как бы, вот. Потому что я очень ее любил и считал, что с ней буду до конца своей жизни, не знаю. И из-за этого как бы все решения всегда уходили в ее сторону. Дорогие друзья, сколько хороших мужиков
лежит под мостом из-за бабы. У меня есть еще инфа о том, что ты обращался в агентство, когда был слив, чтобы все удалили все сливы, все порно с ней в интернете. Это правда? Я лично не обращался, но она хотела это сделать, я не знаю, может быть, обращалась, какие-то, может быть, вещи и были удалены. Честно, в это подробности не вникал. Но она этим занималась точно на протяжении месяца. Хорошо. Вопрос, который интересует вот вообще всех. Когда ты уезжал на турниры, она тебе и ты ей были верны или нет? Я не знаю насчет, была ли она мне верна, честно. Не могу это узнать на 100%. Надеюсь, что Но да. у тебя есть подозрения. Ну, я знаю только единственный момент, вот самый неприятный, который я узнал как раз-таки около 2 месяцев назад, что в момент, когда я делал ей предложение, Да. я был не последний молодой человек, который с ней провел время, если так можно это сказать. То есть вы расстались, она тебе сказала, она пошла к другому мужику, потом ты выиграл миллион, она к тебе вернулась. Но она пошла просто к другому мужику, не знаю, от горя, от счастья. Я не знаю, что у нее было в голове. Ну окей, вот слушай, ты мне сейчас это рассказываешь, я понимаю, какой просто жесть, пиздец у тебя творился в жизни. Вот в эти вот эмоциональные горки вы сходитесь, расходитесь, вы то вместе, то вы не вместе, то тебе супер хорошо, то тебе супер плохо. Как вот эта вся история, вы же выиграли мейджор. Вот скажи, вы выиграли мейджор, потому что у тебя команда, Саня Симпл, Дэн Бит ебашили, а ты отставал? Или ты тоже вот как-то смог вот в этом всем, вот в этой жопе набрать форму? Не, я мог в этом вариться, не знаю. Она была сильным мотиватором для меня, потому что мне хотелось побеждать все больше и больше, и она поддерживала меня. Понятно, что у нас были какие-то проблемы, и были эмоциональные вот эти горки, которые ты сказал, но во многом мне очень помогали 2 психолога, которые есть у Нави, это Глеб и Марина. Им огромное спасибо. Опять же, я считаю, что они проделали огромную работу, благодаря которой мы достигли всех результатов, как и в прошлом году, как и команда достигает в этом году каких результатов. Так что могу сказать, что были эмоциональные горки, но я не знаю, когда я приезжал на буткемп и работал с командой, я был только на буткемпе. Я вообще минимально с ней общался, то есть там какие-то вечерами, только переписки, смски, никаких там даже звонков. Потому что ты задротил прям к мейджору. Я задротил, конкретно. да. Сколько часов ты сидел, играл? Слушай, я не знаю, на буткемпе, заканчивалась тренировка, я еще старался играть в миксы какие-то, в ПЛ не всегда. Были, конечно, и буткемпы, где мы там заходили, может быть, и в дотку пару игр поиграть, там пофаниться, как-то расслабиться, но это зависело от морального состояния команды и что нужно было на этот момент. Понятно, блять, слушаю тебя, конечно, вообще. Пиздец, как ты все это пережил? Вот просто вот этот весь пиздец. Сейчас даже не для камеры, просто вот. Ты узнал еще и 2 месяца назад о том, что она тебе изменила. Ты продолжил. Это ты же продолжил. Ты же с ней развелся буквально 3 недели назад. То есть ты вот это, получается, опять схавал? 8 числа. Я тогда, я это схавал, просто, мне стало на тот момент очень обидно, потому что я так не это думал. Пиздец, понимаешь? Смотри, она чисто фактически она не изменила, мы расстались. Потом она пошла куда-то, и потом я сделал ей предложение. Вот. В сериале «Друзья», когда Дженнифер рассталась со своим парнем и через месяц пошла на свидание и говорила, что я, сука, чувствую, что я изменила. Нет, я думаю, она что... на свидание сходила и чувствует, что она изменила. Девушка переспала с мужиком. Она переспала на работе на своей бывшей или с корешем? Я не знаю. А кто тебе это рассказал? Она мне рассказала. Сама? Да. То есть вы опять посрались, и она тебе вылила, Нет, там был просто какой-то разговор, в какой-то момент она просто об этом решила рассказать, не знаю, может быть, это... В обиду тебе вкинуть, типа? Нет, просто как-то для информации. Я сам, если честно, охуел от того, что... Как завтракали? Как дела прошли? Нормально, бля, поеблась позавчера? Не так, не в таком формате было. Просто она рассказала это, я не знаю, может быть, на каких-то эмоциях была и захотелось поделиться такой информацией, не знаю. Я уже не помню конкретики. Окей, хорошо. Давай еще вспомним вот эти моменты, когда она выкладывала фото для поддержки Навеи с сиськами голыми. Вот мне интересно, вот это была ваша общая реакция или это ее была идея? Смотри, идея сделать вот эту какую-то фотосессию в поддержку Нави. Насчет голой я не знал. Сделать поддержку фотосессию, то есть это была ее идея, она очень хотела поддержать и меня, и команду в целом, и как-то себя тоже показать, наверное, с какой-то стороны. То, что голый, я, конечно, видел там какие-то скриншоты, но я не верил до конца, что реально это будет выложено. Вот, я могу сказать в свое оправдание, это не наша общая идея, и я этого не хотел, но это захайпило, она так, наверное, захотела захайпить, она очень любит это. Окей, она захайпила, ты это все опять же схавал, но ты для себя в голове понял, что это жесть. Тебе как видеть свою девушку если голой? честно, Тебе нормально было? Или, как она говорит, ты вообще радовался, что, ебать, у меня тёлка какая-то? Да нет, просто я увидел это, подумал, ладно, пусть похайпит, ничего типа такого, Окей. В каком-то месте это было прикольно в тот момент. Окей, прикольно было. Вот потом началось уже не прикольно, когда она начала после войны, абсолютно до этого ничего похожего не делая, делать селфи с танками, блядь,
Выкладывать российский флаг, рисовать на щеке. Вот скажи, это и опять же... были мои самые сложные дни, морально просто, потому что... Этого ты тоже не знал, да? Это тоже ее хайп. Смотри, с фотографией с флагом было так, что мы сидели на балконе, на злополучном нашем балкончике любимом, где стоит диван. Мы сидели вместе, она вот показывала, что она сделала такую фотографию с флагом. Я говорю, не вздумай, пожалуйста, выкладывать эту фотографию. Не вздумай. Она говорит, а почему? Я говорю, ну, ты знаешь почему. Это может просто отказаться, как бы, ну, сказаться на моей карьере, на мне, и ты можешь мне принести проблемы. На что она сказала, да, хорошо. Проходит 2 недели, эта фотография уплывает в сеть, в ее Инстаграм. Я ей говорю, зачем? На это нет никакого ответа. Она только, ой, извини, слезы, извини, я это хаваю опять. Я говорю, хорошо, надеюсь, это последний раз. Ты много хаваешь. Ну, блядь, по мне видно. Любовь, блядь, парни, любовь. Вот я же его во многом понимаю. У многих, я думаю, есть истории, на самом деле, кто в любви не делал крейзи поступков. Я 18 лет, мне не стыдно зашквариться, блядь. Я 18 лет поехал поздравлять с днем рождения девушку, у которой был парень даже, в другой город, в жопу, даже не имея обратной дороги. Я думал, просто я его, бля, выебу. А там мажор вообще конкретный, бля, был. Ну, это по молодости, с кем не бывает. Ну, конечно. Окей, смотри тогда. Вот ты через все это проходишь. Ты проходишь через голые сиськи, ты проходишь через измену, ты проходишь через ее сливы и весь вот этот вот пиздец. Кстати, вообще тебя, в принципе, устраивало, да? Как вот то ее прошлое, вот это тебя, в принципе, устраивало. Нет. Так. То, чего я ее увел, год. То бишь, смотри, она работала. Потом ты ей предложил бабки, чтобы она не работала больше? Нет, я сказал, что я хочу купить квартиру и начать с ней встречаться, и хочу, чтобы она закончила с этим. Вот. Ну, ясен хуй, когда встречаешься, ёб, не работать же параллельно. Ну вот, да. Один Но это тоже надо было объяснять, понимаешь? Она этого не понимала. Она думала, что может работать параллельно Сначала было свободное отношение, она предложила. Ага. Я сказал, ну нет, мне такое неинтересно. Твоими бабками, ёб, нахуй надо тебе, ну, логично. Вот, и прошел год, как раз вот мы полетели в Мексику, это все закончилось на том моменте, как раз-таки совместный отпуск, и начало отношений произошло вот именно на той точке. Угу. И ты уже поставил условие, что все, да? Ну ты да. больше не работаешь. Да. Я пытался поменять человека. Для меня, не знаю, я вкладывался в нее душой максимально, то есть как отношение было, ну, я не знаю, мне кажется, что можно сравнимо как к дочери. Для меня были только переживания о ней, забота, любовь. Я пытался ей много раз объяснять, что стоит делать в жизни, что не стоит делать в жизни, почему. Пытался ей объяснить, что стоит учиться на ошибках своих, потому что это очень важно. Как мне Андрюха, да, учит. Говорит, на ошибках своих нужно учиться, Кирюш, анализ. Вот. И также я ей говорю, надо, Лика, анализ, пожалуйста, не ошибайся. Анализ. А она, мне кажется, в каких-то моментах просто деградировала. Не знаю, я не знаю, почему это происходило. Она не училась на своих ошибках, это точно. И каждый раз я ей говорил фразу, пожалуйста, послушай меня. И когда она меня не слушала, потом происходил какой-то пиздец, она мне говорила, блядь, почему я тебя не послушала? Угу. И вот, ну, короче, в итоге вот это у вас все шло, ты ей постоянно говорил, послушай меня, она постоянно не слушала. Как вылилось все, что ты пошел разводиться? Вот кто принял решение? И после чего? Слушай, ну, это я принял решение, потому что, скажем так, в какой-то момент в шутку, я помню. Даже когда мы еще не встречались, я сказал, знаешь, если бы у меня был выбор, мы бы встречались с тобой, у меня бы был выбор, команда или ты, я бы сделал выбор в пользу тебя. Знаешь, и вот эта злая шутка просто, которая вернулась спустя время, что меня исключили из команды из репутационных рисков, а.к.а. фотографий из Инстаграма или Queen, как бы дает о себе знать, и не знаю, и после того, как меня кикнули из команды, она просто продолжила, не знаю, как-то вести себя счастливо, как будто все хорошо. Для меня это такой удар. То есть это то, чем я занимался всю свою жизнь, свою карьеру, просто потерял из-за нее. Вот, что она до сих пор отрицает. Ну, ты еще не потерял, погоди. Ну, я имею в виду, типа, команду, в которой я находился, да. Ну, скажем так, это для меня было сильным ударом. Окей, 8 июня. Тот самый злополучный день, когда ты разводишься, у тебя есть документы, ты выходишь из МФЦ, и всплывает видео, где ты балуешься с мукой. Причем там, кстати, понятно по прическе, что это было что-то там год с лишним назад. Так вот, как это случилось и как давно ты употребляешь? Ну, судя по моему телеграм-каналу, ты видел, что были тесты, которые я делал, их было несколько. Где один, который в инвитро я делал. То есть это официальные тесты, Да. ты их сделал, там есть Да, дата, ты можешь 8 пробить. число. Да. Они пробиваются по сайту? Да, конечно, ты можешь зайти. Вот я сразу же после того, как всплыло это видео, пошел, сдал тест первый инвитро, который готов был. Почему там 5 это? Что значит эти 5 историй? Нет, это другая тема. Которые 5 это другие тесты, это экспресс-тесты, которые... Тот мы видели, там чисто никотин, котиков нету, а 5 это что за тесты? Все подумали, у тебя 5 это детей на все было. просто. Это экспресс-тесты, еще раз просто подтверждение всем, чтобы я выложил это во все соцсети, показал, потому что она говорит, что я там
наркозависимый. Вот, я скажу свою просто точку зрения, что я негативно очень отношусь к наркотикам. И да, этот опыт, к сожалению, был. Был он в отпуске перед тем, как мы полетели в Мексику. Вот, и мне, скажу, не понравилось, и я не поддерживаю это. Дорогие друзья, мы категорически осуждаем употребление любых запрещенных средств. Курение вред, бухло отрава и башке совет Минздрава. Правильно понимаешь, что сейчас вы уже наконец-то, finally, все у вас, все закончилось, ты в ЧС у нее, она у тебя, и вы расстались. Да, мы расстались последний раз, я с ней виделся в МФЦ, как раз когда мы писали заявление уже о разводе. А как тебе, когда она тебе это будила селедкой? Ну, я просто рыбу не очень люблю. Поэтому ты с ней расстался, Поэтому да? я с ней Не, ну расстался. это вообще нормально вот у тебя было, бля? Ты с ней говорил после этого? Ну, как раз после этого я и понял, что это последняя капля, я пошел уже просто домой, после этого уехал. Ну ладно. Сегодня тебя никто не будил? Не, сегодня Что-то по будильнику. Рыбой пахнет, да. Ну ладно, она тебя еще говорила, важный вопрос. Она говорила, ты говорил, что она тебя шантажировала. Как это выглядело и чем конкретно? Ну, это конкретно 8 июня, когда мы пришли в МФЦ, она пришла с мамой. То есть вы приходите разводиться в МФЦ? Да, мы приходим разводиться в МФЦ. Предварительно, за день до этого, моя мама общается с ее мамой о том, что мы идем на развод завтра. Пожалуйста, придите, чтобы мы сделали это не через суды, через МФЦ, заявление, это с двух сторон, все нормально, дали эти пятерочки, и все, как бы разошлись. Вот. И в итоге, ее мама говорит, не приезжай с своей мамой, мы ее боимся. Вот. Моя мама говорит, ты что, дебил? Я без тебя не поеду. Вот, я без нее не поеду. Вот, я еду с ней, они не знают, как она выглядит, потому что не виделись ни разу. Вот, я ее сажаю около лавочки на МФЦ. Вы не виделись ни на свадьбе? Нет. Мы расписывались вдвоем, когда тогда в ЗАГСе были. Ага, окей. Вот. Хорошо. Мы, приезжаем, я сажаем маму около МФЦ, она приходит с мамой тоже, оставляет маму на первом этаже МФЦ, мы поднимаемся на второй этаж, она сразу выхватывает мой телефон, начинает 30 минут читать переписки, и в итоге я там выбиваю телефон, он падает Ты на 30 пол. минут у нее Все выбивал люди- телефон? Ну, я сначала давал ей читать, потому что я понимаю, что она найдет. Я пришел уже заявление писать. Мы сидим около женщины уже, которая составляет заявление наше, вот, и я уже выхватываю там телефон, люди на нас все странно Как это смотрят. выглядит? Просто смотри, у тебя вытащили телефон, она начинает читать, а ты типа как? Да, я сидишь, сижу, смотришь? смотрю, да, говорю, чиле, я на говорю, что ты расслабоне. хочешь там найти, типа. Ага, Вот, ага, что-то- я окей. понимаю, что там ничего найти она не может. Ага. Вот, она там ищет переписки, думает, что я гей, все вот эта тема. А с Даней, мы одного с тобой Даню общего знаем, это про него там речь, да? Нет, это просто какой-то, это мой друг просто, Ага. вот, и она, я не Близкий. знаю, с чего она решила. Ну, близкий это для Лики, она считает, что близкий, вот, я не знаю, с чего она решила, но просто я считаю в этом моменте просто ее, тупой, наверное, потому что я не знаю, как вообще можно про это думать. Я говорю, а нахуя тогда я на тебе женился, если я гей? Вот, на это у нее Для ответа, к сожалению, прикрытия, нет. блядь, для прикрытия, значит, Прикрываемся. Ты еще говорил, что она тебя шантажировала. Как это выглядело, чем она тебя шантажировала? Деньгами? Чем еще можно шантажировать, мне кажется? Я имею в виду, что она могла слить. Я, честно, не знал, что она могла слить, и сколько у нее вообще какого-то материала на меня есть, и что... Ну, у блин, неё- вот она говорит о том, что ты там чуть ли не каждый день дуришь. Ты же знал, что она это может выйти? Нет, я не знал. То есть, если это действительно было один раз, ты не знал, когда она снимала из-под тишка? Нет. Видео из-под тишка было. То есть, ты не знал, что она у нее Нет, есть? я не знал. То есть ты думал, что она типа что угодно сливай, на меня ничего Да. нет. Ты просто, Да. все, теперь я понял. Да, но про шантаж это было в МФЦ на втором этаже, да, вот мы при всех людях, там она кричала, позорилась, потом такая мне говорит, все, давай мне 5 миллионов. Это когда мы уже заявление подписали, 2 подписи отдали, она поняла, что все уже. Ага. Вот, она такая, давай мне 5 миллионов. Я уже спускаюсь на первый этаж, там ее ждет мама. Я говорю, успокойте, пожалуйста, дочь. Вот, она начинает говорить мне, Лика мне начинает говорить, давай по-хорошему, с тобой по-хорошему. Ее мама такая, да, идите по-хорошему, отводит. Я говорю, нет, начинаю выходить на улицу, она хватает вот так вот сзади мне золотую цепочку, рвет ее, я выхожу на улицу, там потом забегает моя мама. Потом ты ей ебашишь в зуб. Нет, зубом не так было. Потом, забегает моя мама, про зуб сейчас вернемся. Давай. Забегает моя мама и начинает чуть ли там тоже не в драку на них лезть, они там забиваются в угол, боятся ее. Охранник говорит, все, мы вызвали наряд, я отвожу маму, говорю, мам, тебе это не надо, лучше не надо, все, мы, уезжаем домой. А зубом было так, я просто лежал дома на той же съемной кровати на Камергерском переулке. Вот, на нашем любименьком. Где ты оставил лежал дома, обосранные смотрел трусы. фильм, и в какой-то момент она выходит из души вечером, просто что-то начинает говорить, я смотрю, у нее зуба нет, я говорю, а где твой зуб? Ага. Вот. Она такая, начинает бежать в ванну, просто искать его, не нашла в итоге. С зубами у нее это был временный имплант, она подготавливается делать виниры себе. Вот. Надеюсь, что у нее хватит денег. Что там, кстати, с судом? Слушай, да судом неоднозначная история, потому что она написала в полицию заявление о домашнем Прям насилии. написала. Да, прям написала, я ходил, давал объяснения. Вот. Но забавно на все это смотреть, потому что она делает кружочки в Телеграме со мной, что она без зубов, там такая радостная, там прыгает мне на лицо, машет своей селедкой. Вот. Это смотрится глупо.
Ну, так-то это как Эмбер Хёрд, когда она говорит, что она палеткой этой воспользовалась, когда он на нее бил, а палетка вышла, 2 года назад. Да, Джонни Депп — это теперь мой идол, на аватарке стоит. Слушай, раз уж ты все про свой Каменгерский переулок, все, что ты оставил там трусы, у меня сегодня есть для тебя подарок. Парни, приз в студию, бля. Оба! Подарок, знаешь магазин вот этот? ЦУМ. Блядь, держи, от сердца отрываю так-то. Вещь эксклюзивная, такой нет, мне кажется, вообще ни у кого в Москве. Интересно. У тебя сегодня день подарков, я смотрю. Ну, блядь, я же говорю, я провинциал, я не москвич. Трусы от Райза. Парни, бля, XL, ёп, налезет, я думаю. Точно. Мерить, иди померить. Не-не, Да ладно, давай померим. потом. А быстро сюда Ну, прям потом. щас. Ладно, хрен с тобой. Точно мой размерчик. Ну. Спасибо, Жак, за подгон, ай, блядь. Пожалуйста. Ой, блядь, куда? В них можно и даже и в стрепуху завалиться, не стыдно, слушай. В натуре, бля, сегодня. Блядь, ну я все равно одного не понимаю, нахуй. Как Чё? она может говорить, блядь, про наркозависимость, нахуй? Ну, Мы она сколько такая. турниров, блядь, выиграли, нахуй, в прошлом году, блядь. Как вообще под этой хуйней? Невозможно играть, блядь. Ты представь, ее, как бы согласен. она в КС, блядь, играла. Ну ты чувак, бля. Самый главный вопрос вообще, который всех интересует. Даже псина за дверью хочет знать, сколько бабла ты на нее потратил и что из имущества ты ей оставил. В браке нажитого имущества у нас никакого общего не было, вот, а так я посмотрел, А конечно, хаты? вчера. Не, ничего вообще, не было ничего куплено, это все фейк какие-то, догадки людей, вот, а так я посмотрел просто вчера банковское приложение, сколько я лично на карту и перевел, ну, скажем так, на содержание ее семьи было потрачено вот лично на карту 28 лямов. Еба! Да, 28 мне миллионов? больно это слышать, да. Ты за мажор столько не выиграл. Подожди, а на что 28 миллионов? Типа, блядь, на что? Я не знаю. Подожди, она тебе же что-то Что я просила? знаю, что она любит ходить на депиляцию, и косметологу. Парни, бля, депиляция стоит, у косметолога 28 миллионов. И ты даже не знаешь, что она купила на эти бабки? Ну, вообще, я думаю, что траты ее денег производились... Я точно знаю, что помог закрыть ей ипотеку, там какой-то остаток. То есть ты с концами закрыл ипотеку, Ну, там, да, была небольшая сумма, вот, я помог, вот, в какой-то момент. Но вообще, думаю, тратились просто на жизненные нужды. Я не знаю, правда, какие у нее жизненные нужды. Там ребенок у эпиляция, неё есть. депиляция, косметологи, если говорить лично про нее, да. А так, ну, думаю, да, на семью помогал там семье, где-то родителям, где-то на ребенка тратил в любом случае деньги. Ну, на одежду, я думаю. Ну, так, в целом, Жалко сейчас 28 мультов? конечно. Пиздец, да? Ну, да, жалко, но ничего. Ну, слушай, хорошо, а какой бы ты дал сам себе совет, вернувшись год назад? Какие вообще выводы ты сделал вот из этой истории? Фу, да, если честно, хочется сказать, что нужно чаще слушать друзей, близких, семью, родственников, потому что даже в те моменты они мне много подсказывали, но я, к сожалению, в тот момент думал только сердцем, а теперь я понял, что нужно почаще думать головой. Вскружила голову, тоже можно понять. А, кстати, про еще историю я тоже про вскружила голову, когда она рассказывала, что ты собираешься покупать пентхаус на Менделеевской. Сколько он стоил? Я не знаю. Это просто Ты она собирался смотрела. покупать цену? Нет, она... Мне, блядь, пентхаус Смотри, за водой пришел. Смотри, это была ее личная мечта купить пентхаус в Менделеевской. Она увидела там какой-то двухэтажный, там на 2-м этаже, там веранда какая-то открытая. Я не знаю, я шутил, как бы я понимаю, что как бы это, во-первых, огромная сумма, нахуя пентхаус покупать? Вот, я не знаю. Потом это разлетелось как мем, она сказала, что мы точно купим, начала это говорить, как будто это наша общая идея. Я как бы с этого рофлил. Вот, как бы, ну, конечно, в идеальных планах, там, да, купить такую квартиру, это круто. Но, типа, я не столько там... Понимаешь, очень многое, с чего ты рофлил, вот в комьюнити очень не в лучшем свете тебя показывало. В том числе я с этого рофлил с сам. танками, с флагами, с всей этой хуйней, с сиськами и в том числе с этим пентхаусом. А что с хатой, вот, в которой она сейчас живет? Это Ну, это съемная просто. Съемная. До какого Ну, она съемная? не знаю, на последний месяц я вот оплатил. То есть она с нее съедет и все, Ну, да? я не знаю. А ты сейчас где живешь? Я живу с мамой. Вернулся, то есть на 1,5 года? Конечно, к своей любимой маме. Я помню, когда ты приехал с мажора в Бостоне, отсыпался, там такие милые фотографии были. Кто мог подумать, что эта история так, блядь, увернется? Ладно, день, когда тебя кикнули из Нави, снова о грустном. Как ты об этом узнал? Проснулся, наверное, где-то в 2 часа дня. Вот, и позвонил Леша Хаус и сказал, что ты просто больше не являешься частью команды. К сожалению, такое решение было принято. Вот, я как-то безэмоционально это воспринял, просто сказал, да, окей, хорошо. Потом пошел к Лике, она спала в тот момент, я сказал ей, что меня кикнули. Вот. И не стал ей говорить в тот день, что это как бы из-за ее постов.
Вот, это всем очевидно. Она не догадалась, да? Она по этого не формулировке? понимает. Я не знаю, как можно этого не понимать. Я ей лично это говорил до всяких... Ну, этих, ты до тоже же первых этого постов. не понимал, когда это все происходило. Не, я иначе понимал, бы а ты, что я мог иначе бы делать? ты ей запретил. Да Отобрать я телефон, говорил ей, нахуй. что все посты через меня делаются. Посты все равно делались, понимаешь, кружочки. Потом появился телеграм-канал, который я пропиарил, где она начала просто выставлять уже полную дичь. Зачем ты его пиарил тогда? Блядь, ну я не знал, что так получится, Жек. Ну, я не знал просто, да. Я не знал. Вот. Ну, короче, мне позвонил Леша Хаус, да, сказал, что я не являюсь частью команды. Не знаю, мне было грустно. Я позвонил потом родителям, маме рассказал. Она меня подбодрила, поддержала. Позвонил друзьям. Все друзья сказали, блядь, ну, типа, ну ты же знаешь, почему это произошло. Я говорю, блядь, ну да, я знаю. Ну и что мне делать, типа, теперь? Ну, я тебе скажу просто, типа, знаешь, поставить в этой истории точку, понять, что ты капитан, который привел Нави к мейджору, а капитанов сейчас на сцене вообще нету. Вообще окей, у тебя сейчас, вот, я тебя спрошу напрямую. Ты сейчас хочешь пойти месить говно с Флейманом в команде дядьки Сизда, резать арбузы, блядь, или ты остаешься на тир-1 сцене, мы еще увидим Бумыча, блядь, на лане хоть раз вживую? Слушай, я любыми способами буду попасть на тир-1, неважно, какие будут предложения, хорошие, нехорошие, придется собирать свои команды, какие-то организации идти. У меня есть цель, конечно, играть дальше. Мне 23 года, мы выиграли огромное количество турниров в прошлом году. Я понимаю, какой этот вкус победы вообще, этот кайф от ланов, от перелетов, от фанатов, болельщиков. И как ты от этого хочешь просто перехотеть этого, не знаю. Я хочу играть дальше, понимаешь? Я хочу побеждать, блядь, чувствовать нахуй эту всю, блядь, мораль вот эту командную, знаешь, неважно с кем. Просто я хочу играть дальше. Это моя мечта. Я всем, чем я занимался в жизни, это играл в КС. Как я могу просто перехотеть? Да я, знаешь, как сказал, Кирилл Михайлович, человек, который, блядь, умел любить. Очень хочется верить, что у тебя это... Ты сохранишь и сможешь найти себе еще не только крутую команду, но и не потеряешь веру в любовь. Слушай, да, любовь, она все равно остается для меня такой же чистой. Она просто окрыляет другой, и да, разбивает с 20-го Но, этажа. смотри, это дорогие была друзья. раскопленная любовь. Я могу сказать, что Лика сделала все, чтобы я играл в лучшей команде мира. Вот, и по сей день делает такие действия, чтобы я закончил свою карьеру киберспортсменом. Слушай, Жек, ты держишь карточку. Это, кстати, стикер моя мама рисовала, знаешь? Этот? Да. Это для последнего мейджора, 21 Да, год, я его несколько который раз- выиграл ты. Да, да. Но он на нескольких мажорах. Это не первый раз. Но А, это то есть стикер мама у мамы тебя... А рисовала. этот кто рисовал? Это, по-моему, от организации кто-то рисовал. Охренеть. Слушай, тебе надо реально было слушать маму почаще. Да, все, мама все самое лучшее дала мне точно в жизни. Спасибо вам, дорогие друзья, за просмотр. И спасибо тебе, Кирилл Михайлович. Любовь, как говорится, зла полюбишь и козла. Спасибо за честность, за откровение. Ты красавчик. Надеюсь, все у тебя будет хорошо. А давай ебанем последнее, бля, для зрителей. Наши фирменные рожденные ждать. Бля. Давай. Давай.